Друзья, всех приветствую на своем канале. С вами Станислав Лебецкий, канал о ремонте и отделке. В сегодняшнем ролике я хотел бы вам показать один из способов монтажа натяжного потолка по керамограниту. Обязательно досматривайте видео до конца. Если еще не подписались, обязательно подпишитесь на канал. Приятного вам просмотра! Ну и первое, с чего мы начинаем, крепим железные уголки по периметру шагом от 50 до 70 сантиметров, не больше. Уголки необходимо брать с ребром жесткости, они внушают доверие и будут держать брус в неподвижном состоянии на протяжении всего времени эксплуатации натяжного потолка. От внутренних и наружных углов отступая по 15 сантиметров. Для крепления уголка деревянной обрешетки я использую саморезы по дереву, длиною равной толщине обрешетки. Для быстрого крепления бруса, чтобы максимально его поджать к стене, можно использовать кусочек бруса от этого же, брус 5 на 5, подставляем его, прикручиваем, тем самым получаем идеальный зазор. На брус длиной 2 метра использую 4 уголка. Ну а если вот где немного меньше, там можно и 3. Кстати, этот способ еще и пригодится для тех, кто столкнулся с такой ситуацией. Слышите звук? Это звук счастья называется. Не доследили. А вся ситуация в том, что здесь двухслойная штукатурка, и судя по верху я еще увидел, что плитка уложенная на слой. Вот такую плитку, особенно керамогранит, на самом деле очень страшно и очень рискованно сверлить. Поэтому здесь железный аргумент, что только такой способ спасет от лишних затрат и лишних проблем. Вот так закрепили уголки. Приступаем к монтажу бруса. Первым делом необходимо установить лазерный уровень. И сделать такую высоту, чтобы поместился брус. То есть должно быть 5 сантиметров. После того, когда все промерили, можно устанавливать брус. Вырезаем по размеру и сначала смонтируем короткие, потом длинную, а потом все подрезки. Брус необходимо выбирать как можно ровнее, тем самым вы облегчите себе работу. И желательно, чтобы он был уже сухой, а не мокрый, потому что если он начнет высыхать, его может покрутить. И так устанавливаем по всему периметру, по лазеру, так как это сюда будет прикручиваться потолочный алюминиевый профиль. Если у вас уголок немного длиннее, то можно его не обрезать, а взять обычные плоскогубцы и отогнуть. Как-то так. Ну что, друзья, вот закрепили брус по периметру, все уголочки позагинали. Единственное, еще пришлось вот в этой стороне
подосверливать по одному отверстию в каждом уголке, так как самая низкая точка, отверстия не было, пришлось просверлить. Теперь этот уголок у нас держит брус, чтобы он у нас вверх-вниз не плавал. Теперь, чтобы у нас в дальнейшем вставка, когда мы ставим, не отошла от стены, чтобы брус не отодвигался. Вот есть такой пластиковый багет тоже для натяжных потолков. Я вот, допустим, кусочки никогда не выкидываю, а вот в таких моментах они всегда пригодятся. И вот так вот их будем сейчас крепить. Типа распорки получится. На самом деле она закрепляет очень хорошо, он даже не шевелится. А затем закрепим алюминиевый профиль. Ну а теперь к этому брусу снизу будем крепить вот такой вот алюминиевый потолочный профиль. Кстати, в нем тоже нужно сверлить отверстие, где-то ориентировочно, но сантиметров через 20 будет достаточно. И максимально поджимаем его к стене. Вот так вот его крепим. Тем самым скрепляем стыки между двумя брусами. И так по всему периметру. Углы зарезаются практически так же, как и на пластиковом, только еще необходимо делать небольшой вырез в углу. Заключительный этап. Всю электрику провел, закладные поточные светильники сделал, повесил уже крючки. Все готово. Единственное, еще нужно, помимо того, что обрабатывать стыки, еще необходимо сюда наклеить скотч, чтобы на 100% избежать разрыва полотна. Если где-то что-то попадется, но всегда нужно подстраховываться. И вот за счет этих упоров, теперь, как видите, все стоит жестко, никуда ничего не двигается. Все, сейчас подключу светильник, если интересно, как конкретно сделать электропроводку, расставить точные светильники. Это будет в ролике по монтажу натяжного потолка по керамической плитке. Все, развешиваем полотно и натягиваем. Ну тут как обычно, заправляем углы, все кроме наружного. Его я заправляю в самую последнюю очередь. Также вам на заметку добавлю один маленький секретик. Алюминиевый профиль не любит высоких температур. Когда вы будете заправлять гарпун в профиль, он просто-напросто будет оттуда выползать. Грейте полотно в меру. Ну а теперь вставляем наружный угол. Если у вас получилась складка, то вы можете просто ее подогреть, и она разровняется. Отмечаем карандашом на полотне расположение закладных платформ для точных светильников. Далее я приклеиваю ограничительные кольца. Для приклеивания колец к полотну я использую суперклей, называется он Космофен. Даю время подсохнуть клею в течение 10 минут. Затем вырезаю отверстие внутри кольца. Устанавливаем точные светильники. Но не забываем отключать электропитание, чтобы не подзарядиться на завершающем этапе.
Проверяем работоспособность точных светильников. Если все работает, идем дальше. И приступаем к установке всеми любимой вставки. Начинаем мы ее крепить от угла. Если вам не нравится вставка, вы можете приклеить потолочный плинтус. Также в ассортименте для натяжных потолков имеются шнурки, которые подбираются под любой вкус и цвет и на любой размер. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. Ну что, друзья, на этом у меня все. Надеюсь, видео было для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!